Всех приветствуем на нашем канале. Спасибо, что смотрите нас. Это продолжение путешествия в Беларусь. Сегодня мы доехали до настоящего замка. Какой замок сказала? Мирский, рядом с Минском находится. Красивое место. Да. Пойдем посмотрим, как там Пойдем. внутри. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Перед нами Мирский замок, всего 98 километров от Минска. Мирский замок – это огромный архитектурный комплекс, создававшийся на протяжении нескольких веков. Сам замок был построен в 16 столетии и неоднократно модернизировался, расширялся вплоть до начала прошлого века. Мирский замок стал первым на территории Беларуси частным замком, принадлежавшим Юрию Ивановичу Ильиничу, богатому магнату того времени. Также его уникальность заключается в том, что это самое восточное в готическом стиле и наиболее хорошо сохранившееся в Беларуси, если не считать храмов. В свое время Мирский замок впечатлял размерами и обороноспособностью, сегодня впечатляет своей красотой и удивительной сохранностью. Адрес: поселок Мир, улица Красноармейская, 2. Ну что, теперь поговорим немножечко поподробнее об этом замке. Если честно, меня тоже смутила вставка про готический стиль, но это был его самый первый стиль, в котором был построен замок, а строился, как мы помним, аж с 16 века. Итак, Мирский замок является одной из важнейших туристических достопримечательностей Беларуси. Он расположен в поселке Мир, в Гродненской области Беларуси. Самые ранние сооружения выполнены в готическом стиле и относятся к 16 столетию. Этот белорусский замок был заложен в начале 16 века князем Ильиничем. В 1568 году замок перешел во владение Николая Радзивилла, который достроил его в стиле Ренессанс. Вдоль восточных и северных стен замка был возведен трехэтажный дворец. Вокруг построены земляные валы с бастионами на углах и рвом с водой. В северной части разбит сад в итальянском стиле. В данный момент его нет, но планируют восстановить. Искусственное озеро было создано на юге. Во время наполеоновских войн замок серьезно пострадал и стоял в запустении более столетия. Все еще находясь в руках богатой семьи Радзивиллов, он был восстановлен в начале XIX века и продан Николаю Святополк Мирскому в 1895 году. Его сын начал восстановление замка, которое проходило под руководством архитектора Теодора Бурше. После войны в замке жили те местные жители, дома которых были разрушены во время войны. Потом здесь располагался военный гарнизон. Мирский замок сегодня. В 2000 году ЮНЕСКО внесла Мирский замок в список всемирного культурного и природного наследия. Удачное сочетание архитектурных стилей готики, барокко и ренессанса делает Мирский замок одним из наиболее впечатляющих замков в Европе. В декабре 2010 года после активных реставрационных работ Мирский замок был открыт для туристов. Почему же стоит приехать в Мирский замок? Вы только представьте эти средневековые толстенные каменные стены, узкие переходы, где помещался всего лишь один рыцарь, крутые лестницы, величественный внешний вид Мирского замка неизменно рождает картины, заимствованные из исторических фильмов и смело дорисованные воображением. Вау! Конечно же, следуем сейчас в сам замок и попадем вовнутрь. Идем изучать, узнавать, сколько стоит экскурсия, делиться впечатлениями, как это все нам понравится, не понравится. Все будет в этом выпуске. Поделимся искренне, как мы почувствовали это место. Вперед, идем с нами!
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как экскурсия проводится с экскурсоводом или с аудиогидом? За экскурсоводом сейчас никого нет, все по записи. Ничего не покажем, только с аудиогидом. Покупаете входной билет 17 рублей и дополнительно аудиогид 5 рублей. Набираете номер экспонатов зала, плей и слушаете. Куда пойдем? Если берете аудиогид, берите на каждого, потому что слышно только вот так. А вот так вот, чтобы мы втроем послушали, не будет слышно. Как будто никогда не ходила по музеям. Тут столько экскурсоводов, постояла с одним, послушала, постояла с другим. Послушала. Но это потом я должна была рассказать. Ну ладно. У нас один гид на 4, и мы счастливы. Да. Больше похоже на металлоискатель какой-то. Блин, ну-ка проверь, вдруг как металлоискатель работает. Пип-пип-пип-пип-пип. Пип-пип-пип-пип. Ух ты! Это что у них? Парады в перьях. Помните, показывали рыцаря с перьями, с сердечками? Это было самое обеспеченное войско. Забыла, как оно честно называется. Но, в общем, это были доспехи действующие, реальные. Это не просто маскарад какой-то или еще что-то. И там были сзади вот такие перья, и склоняются к тому, что это чисто психологическая атака, потому что себя рыцари еще украшали шкурами зверей, леопарды. В общем, они такие были помпезные, и все вот эти вот рыцари, прям войско движется на тебя в таких очень красивых доспехах, и это очень сильно давлело психологически на противника. И это войско было непобедимым. Когда замок был оборонительным, здесь не было комнат. Типа бойницы, я не знаю, что это было. В общем, здесь не жили, это не жилая была комната. А потом, когда были перестройки, много жиликов строился, уже переделали все комнаты и начали их обживать. Пойдем дальше. Очень красиво. Кожаный трон. Он еще с тиснением, с узорами. В замке в нижних этажах были хозяйственные залы и винные погреба. Как тебе, Лен? Ну, если бы я родилась рыцарем, я бы долго, мне кажется, и не прожила. Поэтому я родилась принцессой. Красивенько? Очень. Такие виды шикарные. Вау. Общее впечатление по поводу замка. Вот он у нас позади. Там можно купить экскурсию на башне и в тюрьму. И также можно приобрести экскурсию расширенную. Добавляются еще залы, можно погулять вокруг. И включается еще вот эта вот церковь, можно зайти вовнутрь. Стоимость, естественно, отличается. Башня и тюрьма стоят 6,50 рублей белорусских. 17 рублей стоит экскурсия общая, вся вместе вот с этой церковью. И аудиогид 5 рублей стоит. Студентам скидка, расширенная, вот эта вот общая, 9 рублей стоит. Ну, прям прилично, в 2 раза дешевле. Общие впечатления какие? Меня впечатлило вот
снаружи экстерьер, а не интерьер. В интерьерах все очень тесно, мне было страшно. Там маленькие вот эти лестницы, которые сковывают движение. Движение только реверсивное, нужно ждать, пока кто-то пройдет. А так как нету никаких обозначивающих знаков, все просто идут, и ты стоишь и ждешь, когда же можно тебе двигаться. Пробки из людей. Ну, когда праздники, здесь, наверное, внутрь даже можно и не ходить. Эмоций никаких не получите, кроме скованности. Вот. А когда в будние дни, то вообще прекрасно. Я думаю, можно насладиться. Но главная красота здесь снаружи. Это прям вау. Очень-очень впечатляюще, красиво, грандиозно, масштабно. Понравилось. Идем в церковь. Очень вкусно пахнет. Маленькая, миленькая часовенка. Мне кажется, танцы добавят нам лайков. Друзья, всем спасибо, что были с нами, смотрели этот выпуск, разделили с нами эти впечатления. Мы очень рады каждому просмотру и каждому подписчику. Если есть вопросы, конечно же, пишите под видео, мы на все ответим. Поставьте колокольчик тем, кому интересны наши выпуски и кто ждет выпуск про Москву. Мы едем на электрокаре. Сколько будет остановок, за сколько часов мы доедем, весь отчет будет в выпуске. До новых встреч! Нам все понравилось! Я скажу так, все самое прекрасное снаружи, все то, что внутри, нужно вникать в историю. И некомфортно внутри. Такие ощущения. Пользуйтесь гидом. Пользуйтесь гидом. Влад тут это вещал. Очень интересные истории. Пойдем.